Что же такое астрология? Это наука или искусство, или какое-то ремесло? Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и добро пожаловать на мой канал. Астрология – это прежде всего календарь, и каждая мейджор-цивилизация и культура развивали астрологическую систему в том или ином виде, чтобы иметь возможность предсказать сезоны, предсказать какие-то природные явления. И у китайцев, у индийцев, на Ближнем Востоке и в Месоамерике были очень развиты системы астрологии. Астрология никогда не использовалась для суеверия или страха. Наоборот, то, что фазы Луны складывались в месяцы, то, что можно было предсказать, когда Солнце будет близким и теплым, а когда оно, наоборот, будет очень далеким, холодным, и то, что оно потом вернется весной снова, это приносило людям комфорт, предсказуемость и, можно сказать, уверенность в завтрашнем дне. Планеты – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и даже те планеты, которые мы не можем видеть невооруженным глазом – Уран, Нептун и Плутон – все движутся по определенной траектории, которую еще вавилонские жрецы назвали эклиптик. Что вам нужно знать, когда вы смотрите на свой гороскоп? Например, вы отпечатали свою натальную карту. Сегодня это можно очень легко сделать с astro.com или astrosig.com. Прежде всего, самое главное, что вам нужно понимать в ней, что она похожа на циферблат часов, где есть 12 знаков зодиака. И чтобы понимать, что там происходит, нам необходимы стрелки часов, роль которых будут играть планеты. Вавилонские жрецы между VII и V веком до нашей эры каждую ночь забирались на пирамиды, называемые зиггуратс на английском, по крайней мере, и изучали ночное небо. На таких глиняных табличках они отмечали движение Луны и планет, которые они видели в ночном небе. Одна из таких самых высоких в то время пирамид, а поскольку все делали из такого как бы глины, грязи, то 90 метров в то время это была очень высокая пирамида. Вы ее знаете как Вавилонская башня. И вообще этим площадке наверху этих пирамид придавалось огромное значение, что не просто они наблюдают, но казалось, что там вот боги передают месседжи от планет, через планеты передают свои месседжи на ночном небе. Вавилонские жрецы хотели использовать вот эту траекторию движения планет как начало такой системы координат, чтобы иметь возможность сделать математические расчеты в небе. Но они очень быстро поняли, что они не могут полагаться на созвездия, потому что созвездия были разной величины. Например, Дева была очень большим созвездием, а Овен был очень маленьким. Потом они накладывались друг на друга, или между ними были промежутки. И у них уже в то время был лунный календарь, который состоял из 12 месяцев. И вот они приняли мудрое решение и разделили эти 360 градусов зодиака на 12 секторов, на знаки зодиака. Названия им и примерные характеристики они действительно уже дали от созвездий, которые были к ним близки. Таким образом, огромный вклад древней Месопотамии, вавилонцев, в развитие астрологии, а тогда это была просто астрономия, изучение неба, был 360 градусов зодиак, 12 месяцев, и еще они смогли рассчитать положение планет на
несколько лет вперед и сделать такие таблицы, которые сегодня мы до сих пор пользуемся. Они называются ephemeris. По-русски, по-моему, эфемериды. Причем здесь, по крайней мере, в Америке, если вы учитесь в школе, в любой астрологической школе, вас обязательно заставят пользоваться такой прям книжкой Ephemeris. Или если вы пользуетесь онлайн, вы все равно, это действительно очень полезно, потому что там, проглядывая эту таблицу, на несколько лет вперед можно видеть, как планеты меняют знак и в каком градусе они находятся, и возле какой другой планеты, которая вас интересует. Еще один важный point, что в астрологии мы, да, называем Солнце и Луну планетами. От греческого слова «планитос». «Планитос» означает «блуждающие звезды», «wandering lights». Это отличало их от стационарных звезд в созвездиях. И астрология геоцентрична. То есть на все мы смотрим с точки зрения Земли. И это не так уже далеко от того, как мы на самом деле испытываем все явления. Когда мы говорим, что солнце встает, солнце садится, день сейчас длинный, вот сейчас конец июня, день очень длинный, потому что солнце поздно заходит или поздно садится. Мы до сих пор пользуемся этими понятиями, хотя мы все прекрасно понимаем, что Солнечная система гелиоцентрична, а не геоцентрична. Теперь хочу перейти к египтянам. В это же время египтяне обожали 3 вещи. Они очень любили математику, даже 4. Они очень любили бога Солнца, как бы Солнце для них был самый главный бог. Они были огромные поклонники теории реинкарнации. И еще очень важным для выживания всей цивилизации было состояние реки Нил. Когда она разливалась, она давала вот эти животворящие воды, влагу для всего их сельского хозяйства. И они знали, что это происходит, когда звезда Сириус восходит на утреннее небо. С их любовью к математике они разделили 360 градусов зодиака на 36 частей по 10 градусов, так называемые деканы, что позволяло им с гораздо большей точностью наблюдать за восходящими, поднимающимися созвездиями. Они, благодаря этим наблюдениям, подарили нам 24-часовые сутки, 12 часов в ночь, 12 часов в день. Хотя в Египте, особенно летом, ночь была с трудом 10 часов. День был 12, плюс 2 часа они дали на такое предрассветное и послезакатное время. С их любовью к Солнцу, как главному божеству, они наблюдали, что они считали вообще, что когда Солнце проходит свой цикл от восхода и до заката, оно как бы каждый день проживает и потом умирает. Также они относились ко всем планетам. Вот это восхождение на восточном горизонте, прохождение по небу и потом закат и погружение в так называемый underworld, да, подземный мир, невидимый мир. Они придавали этому огромное значение. И таким образом заложили концепцию, еще не точные расчеты, но уже концепцию асцендента. То есть когда рождается человек, когда душа приходит в этот мир, она как бы появляется на горизонте, выходит из подземного темного мира на свет Божий. И когда человек умирает, его душа стремится к западу, потому что на западе происходит ослабление и постепенное угасание и смерть. У египтян все гробницы
и места, вот эти вот tombs, все места упокоения всегда были на западном берегу Нила, потому что западное полушарие означало угасание и смерть. Потом греки в дальнейшем уже систематизировали вычисление асцендента и дали нам вот эту основу основ, время вашего рождения. И таким образом уже personal гороскоп. В Месопотамии астрология служила в основном, чтобы предсказывать какие-то природные события, засухи, войны, когда королю идти на войну, когда нет. Она совершенно не была как бы личной для человека. Египтяне уже заложили вот эту основу, как мы вместе с Солнцем, Луной и другими планетами, как мы приходим в этот мир, проживаем жизнь и умираем. Асцендент, просто чтобы, как бы, я не знаю, если все знакомы с этим понятием. Я очень долго не понимала, когда слушала гороскопы, что же такое этот асцендент. То есть это точка, где мы во время рождения появляемся на свет. Напротив ее, седьмой дом, так называемый, это все, что напротив вас. Это ваш муж, жена, бизнес-партнеры, враги, которых вы знаете. И в принципе весь мир и все, что в нем происходит, оно как бы теперь напротив вас. Эта точка называется descendant. Вы хорошо это знаете, вы знаете слово диссидент. То тот, кто напротив того, что сейчас поднимается, что сейчас важно и на волне, это диссиденты, потому что они сходят с арены, их звезда заходит. Таким образом, заложив основу асценденту, они положили фундамент понятию домов гороскопа, которые, в отличие от знаков, это уже сферы жизни. Это здоровье или болезни, это богатство, это ваша публичная деятельность. Вот эту основу я, все, что напротив меня, самая высокая точка – это как меня знают в обществе и видят, что я делаю, то, что публично. И самая низкая точка – underworld, самая интимная, невидимая миру точка. Этот вот каркас уже заложили египтяне. Греки потом сделали из этого красивейшую систему, и об этом мы поговорим в следующем видео. Вот этот underworld, подземный мир, это то, куда Солнце, Луна и все планеты уходят, когда они сошли, можно сказать, со сцены. Там они обретают новую жизнь и снова восходят. И также человек. То есть этот дом философски стал концом всего и началом всего. Это 4-й дом. Может быть, вы слышали, когда вы слушаете гороскопы, вы знаете, что 4-й дом – это дом вашей семьи, дом гороскопа вашего дома, вашей семьи. Но это не просто физический дом, где вы живете, и даже не просто ваши родители или семья, а это как бы ваш трайб, ваши предки, ваши люди, то, что вы считаете культурно, философски вашими людьми. Это все находится там. Кроме этого, они дали еще 2 очень интересных концепции, египтяне. И я вам немножко об этом расскажу. Одна из них, поскольку они поклонялись Богу Солнца, то любые взаимоотношения с Солнцем для них были очень важны. И они тогда уже понимали, что близость к Солнцу, будь это как бы социальная, допустим, вы какой-то министр, который стоит рядом с королем, на вас никто не смотрит и вас никто не слушает, вы как бы не очень важны, все смотрят на короля и зависят от него. В то же время министр, который
живет то, что сегодня мы бы сказали, в своем пузыре. Он живет там при дворе, работает вместе с королем. Он очень многого не знает и не видит. Он не знает, как живут простые люди. И вот это понятие называется combustion. На русском это сожженность планеты. Когда планета приближается слишком близко к Солнцу, потом уже греки сделали это более точными вычислениями, примерно 8,5 градусов близко к Солнцу, эта планета считается сожженной, комбаст. Она как бы поглощена в лучах Солнца. Ее не видят, и она не видит. Она тоже ослеплена. Это как бы очень плохое положение планеты. Одно из самых худших в астрологии положений планет. Чтобы вам дать такой пример, например, у принцессы Дианы планета, руководящая ее седьмым домом, вот этим домом брака, дом, который напротив нас, мужа, жены, брака, планета, которая рулит этим домом, о rulership мы поговорим позже, она у нее комбаст. То есть она очень близка к Солнцу. Это, по-моему, это как раз Меркурий. У нее седьмой дом, это были близнецы. И Меркурий, он рулер, руководитель близнецов. И вот он очень близок к Солнцу, он комбаст. Что в принципе говорит о том, что ее брак прямо изначально, вот древние бы сказали, не будет тебе счастья в замужестве. Сегодня в психологической астрологии мы не любим так говорить, потому что мы любим говорить, что ты сам хозяин своей судьбы, и ты можешь сделать все, что хочешь. Та традиционная астрология древняя, она была гораздо более такая predetermined. Вот это карты, которые у тебя есть. И они бы сказали, что да, счастья в браке тебе, наверное, не будет, потому что планета, которая этим рулит, она, к сожалению, комбаст, она поглощена лучами Солнца. И вот можно это понимать по-разному. С одной стороны, получилось, что она вышла замуж, присоединилась в такую семью, вот принц Чарльз, да, это королевская семья. Это явно ассоциируется с Солнцем, да, монархи, семья монархов. И можно сказать, что это поглотило вот рулера ее дома брака. Можно сказать, что она не могла ясно видеть, куда она, what she's getting herself into, что происходит. Еще одна очень интересная концепция, которую дали египтяне, это так называемые terms или bounds планет. Что они сделали? Они взяли каждый знак, а каждый знак у нас, если вы помните, 30 градусов, и поделили его на 5 частей. Почему 5 частей? Они взяли 5 планет, то есть не Солнце, не Луна, а 5 традиционных видимых планет. Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. И каждой планете дали кусочек, сектор знака. Неравномерно, они не поделили 30 градусов на 5 частей равномерно. Нет, это было неравномерно. И в основном начало знаков отдавалось хорошим планетам, бенефикс, таким как Юпитер и Венера. Середина давалась Меркурию, как интеллектуальной планете. Конец знака, 2 сектора в конце, отдавался малефик планетам, более недобрым планетам, Сатурну и Марсу. Почему? Потому что, опять-таки, они на все смотрели с точки зрения проживания жизни, такого цикла души. И для них планета, которая идет по знаку, проходит эти 30 градусов, они смотрели на нее как на жизнь человека. Вначале это ребенок или молодой же человек, полон здоровья, энергии, каких-то мечт, амбиций. Поэтому им давались
хорошие рулеры, Юпитер и Венера. Меркурий посередине давался потому, что где-то к середине жизни человек уже должен стать умнее, да, в него уже должны появиться мозги наконец. А вот подход к концу знака, с одной стороны, физически ассоциировался с какой-то слабостью, старостью, артритом, простатой. С другой стороны, считалось, что переход, скорый, близкий переход в другой знак, как в другую среду, как, считайте, как иммиграция в другую страну, он обязательно будет стрессфул. Это будет тяжело, это не будет легко. Правда? Мы, особенно все, кто пережили иммиграцию, это всегда такой процесс критический и стрессфул. И вот так они, значит, наложили жизнь души человека на путешествие планеты по знаку. Но вы спросите, зачем мне это знать? Какая разница, когда я читаю гороскоп, или смотрю на чей-то гороскоп, или слушаю астролога? Мне это не важно. Неправда. Это на самом деле очень интересный фактор. Позже мы с вами будем говорить о том, что в каждом знаке, у каждой планеты, каждый знак может быть местом, где она чувствует себя очень комфортно, а может быть местом, где ей сложно. Почему? Если этот знак, как среда, поддерживает энергию планеты, ей там будет легко. И это будут dignity. Мы об этом будем говорить в другом видео. И вот представьте себе, что если планете, например, в этом знаке тяжело, совсем плохо, ну не понимают ее тут, да, это не тот коллектив, тут ее не ценят, тут ее не любят. Но этот знак поделен на 5 частей. И если она попадает в сектор, вот этот египетский term или bound, которым она сама руководит, то она как бы становится сама себе хозяйка. Вот бывают же такие работы, где вам платят плохо, и вы не любите там комьют, ехать туда далеко. Но вы говорите, ну, по крайней мере, я тут сама себе хозяйка. Я сижу в офисе, делаю, что хочу. Или я не знаю, водители-дальнобойщики, они часто говорят, что да, там тяжело на дорогах, все. Но, по крайней мере, надо мной никто не висит. Я сам себе хозяин. И когда планета находится в таких условиях, даже в плохом знаке, она имеет возможность каким-то своим путем, своим образом. А когда мы говорим планета, мы имеем в виду что-то из наших качеств, в конце концов, имеет возможность проявить их в каком-то неординарном, но очень сильном ключе. Вот объясню вам на примере Луи Брейля. Луи Брейль был ребенком, когда он в результате какого-то глупого акцидента повредил себе глаз. И он не мог видеть, да? Вы его знаете как создателя языка Брейля, языка для слепых. Он его на самом деле не создал, но он взял язык, которым пользовалась армия в то время, который базировался тоже на таких выпуклостях. Почему это было очень важно для армии в милитари? Чтобы передавать информацию так, чтобы не было ни звука, ни света. Вот если уже такие секретные условия, где нужно, чтобы враг совсем не мог ни увидеть вас, ни услышать, в армии пользовались таким языком. Он его сильно усовершенствовал и сделал доступным для слепых. И таким образом дал возможность огромному количеству людей, которые были отрезаны от мира и коммуникаций, как-то общаться с миром. При его жизни это приобрело популярность, но еще не такую огромную, как после его смерти, когда мы все знаем этот язык. И он, например, в Америке, вы можете его увидеть во всех public places. Что было у Луи Брейля в его гороскопе, в его натальной таблице? Его Меркурий
был в Козероге. Меркурий – это планета коммуникаций. Это то, как мы общаемся с миром, как мы эту информацию получаем, как мы ее расшифровываем, decode, и перерабатываем. И потом передаем другим, если у нас есть такая возможность. Его Меркурий был в Козероге. Это невыгодное положение, это очень слабое положение Меркурия. Но вот этот 4 градуса 15 минут Козерога в египетских термс это был сектор, которым руководит Меркурий. И это позволило ему, при том, что он был в очень плачевном состоянии сам, с точки зрения коммуникации, да, что может быть хуже, чем невозможность видеть, неспособность. Он смог, благодаря тому, что Меркурий был сам себе хозяин, это прям такое особое положение. И вот он изобрел что-то, что до сих пор весь мир ему за это благодарен. Вот так это то, что нам дали вавилоняне и египтяне. Потом, когда Александр Македонский, Александр the Great, привел свою армию на берег Нила, случилось абсолютно Александрийское чудо. И об этом мы поговорим в следующем видео. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, задавайте вопросы, ставьте ваши комментарии. Это мне очень поможет знать, что вам интересно. До скорой встречи!